Здравствуйте, дорогие любители вязания! Устали сидеть дома? Мы все устали. А я вам не дам сегодня скучать. Мы будем вязать вот такой замечательный узор. Посмотрите. Мастер-класс я делаю по просьбе нашей подписчицы Тани Юзевой. Она прислала свою просьбу нам в группу ВКонтакте. Таким узором связан джемпер известного дизайнера в мире вязания Норы Гоган. Таня прислала и фотографию схемы, но я уже здесь ее не буду публиковать. Во-первых, она не очень хорошего качества, и там непонятно, и тем более, что схема это авторская. Я сделала схему свою. Мне более удобная, для меня более понятная, и по ней я уже связала этот узор. Я не буду долго на нем останавливаться, давайте будем вязать. В процессе вязания вы все поймете. Так, что я еще не сказала. Здесь у меня два раппорта. Вот он, раппорт узора. У меня связано два раппорта в ширину. Между раппортами у меня по 3 петли изнаночной глади. Мы будем с вами вязать один раппорт в ширину без этих петель. И 3 раппорта у меня связано в высоту. Высоту раппорт узора составляет 16 петель. Раппорт узора в ширину составляет 28 петель. Мы набираем на спице 30 петель вместе с кромочными. Первая кромочная снимается, последняя кромочная провязывается изнаночной. И первые 2 ряда у нас, мы провязываем их, они вяжутся только один раз. И при повторении раппорта первые 2 ряда не входят в высоту раппорта. Итак, вяжем первый лицевой ряд. 4 изнаночных, 6 лицевых, 5 изнаночных, 1 лицевая скрещенная. Вот я всегда вяжу бабушкиными петлями, но в первом ряду, как при наборе петель, у нас петли ложатся так, как они лежат при классическом вязании. И при классическом вязании лицевая скрещенная вяжется просто вот за заднюю стенку, провязываем лицевую петлю. Ведь мы простую лицевую вяжем за переднюю стенку при классическом вязании, а лицевая изнаночная у нас будет за заднюю стенку. Вот лицевая изнаночная. Далее 2 изнаночных, 6 лицевых, 2 изнаночных, лицевая скрещенная, снова лицевую вяжем за заднюю стенку, и 1 изнаночная в конце ряда. Вот такой у нас первый ряд лицевой. Во втором изнаночном ряду мы петли будем вязать по рисунку, то есть так будем вязать петли, как они лежат перед нами. Лицевые мы будем вязать лицевыми, изнаночные изнаночными. А вот эти лицевые скрещенные петельки, вот они 2, мы будем провязывать изнаночными скрещенными. Я сейчас провяжу с вами пару изнаночных рядов, чтобы вы поняли, а дальше я буду их пропускать в видео. И обратите внимание на схему. На схеме показаны петли так, как они лежат на лицевой стороне вязания. Если вы вяжете по кругу, то вязать по этой схеме очень удобно. А мы вяжем поворотными рядами, и поэтому мы сейчас будем вязать петли по схеме наоборот. Перед нами лежит вот на схеме изнаночная петля, мы вяжем ее лицевой. Или вот смотрите на петли, которые лежат перед вами. Итак, второй изнаночный ряд, лицевая петля, изнаночная скрещенная. Все, я перешла на свои бабушкины петли. Изнаночная скрещенная, мы провязываем ее за заднюю стенку. Вот так. Изнаночная скрещенная. Дальше 2 лицевых, 6 изнаночных, петли по рисунку. 2 лицевых и снова вот петелька изнаночная скрещенная.
Все, дальше до конца ряда у нас все петли вяжутся по рисунку. Лицевые лицевыми, изнаночные изнаночными. Мы провязали 2 ряда. Это ряды установочные. И начинаем далее уже вязать узор. 3-й лицевой ряд. 4 изнаночных. Берем дополнительную спицу, оставляем 3 петли на дополнительной спице за работой. Провязываем 3 лицевых и петли с дополнительной спицы мы провязываем лицевыми. Далее будет у нас 5 изнаночных. Лицевая скрещенная. Вот теперь у меня петли развернуты по-другому, и лицевую скрещенную я вяжу за заднюю стенку, подхватываю лицевую петельку за заднюю стенку, вот так ее разворачиваю, провязываю лицевой. Она у нас вот развернулась. Дальше будет 2 изнаночных, 6 лицевых, то есть мы, получается, петли вяжем по рисунку до конца ряда. 2 изнаночных, лицевая скрещенная и 1 изнаночная. В 4-м изнаночном ряду мы петли провязываем по рисунку, только вот эти 2, вот где у нас лицевые скрещенные петельки мы вязали, мы будем вязать их изнаночными скрещенными. Давайте я с вами еще раз провяжу изнаночный ряд. 1 лицевая, вот изнаночная скрещенная. 2 лицевые, 6 изнаночных, 2 лицевые и вот снова изнаночная скрещенная. Вот я надеюсь, вы поняли. Петельки, которые мы вяжем лицевыми скрещенными в лицевых рядах, мы вяжем изнаночными скрещенными в изнаночных рядах. Остальные петли у нас вяжутся по рисунку. Вот мы закончили 4-й изнаночный ряд. 5-й лицевой ряд. 2 изнаночных. Берем дополнительную спицу и оставляем 2 петельки на дополнительной спице за работой. Провязываем 3 лицевых. И петли с дополнительной спицы мы тоже провязываем лицевыми. Далее у нас будет 3 лицевых, 4 изнаночных, теперь берем дополнительную спицу, нам нужно 4 петли перекрестить в левую сторону. Оставляем 3 петли на дополнительной спице перед работой. Провязываем 1 изнаночную, не надо, вяжите послабже, не надо затягивать петли. 1 изнаночную провязали и провязываем петли с дополнительной спицы так, как они перед нами лежат. 1 изнаночная, 1 лицевая скрещенная и 1 изнаночная. Петли вяжем не туго. И далее у нас будет 6 лицевых, 2 изнаночных, лицевая скрещенная и 1 изнаночная. Вот такой у нас 5-й лицевой ряд. Давайте 6-й изнаночный ряд я еще раз с вами провяжу, чтобы вот этот элемент вот провязать. В принципе, все вяжется сейчас по рисунку, только где лицевые скрещенные в лицевых рядах были, мы будем вязать их изнаночными скрещенными. Давайте провяжем. Лицевая, изнаночная скрещенная, 2 лицевых, 6 изнаночных,
1 лицевая. Если вы сомневаетесь, как петельку провязать, посмотрите на лицевую сторону. Видите, у нас вот лицевые скрещенные. Значит, мы вяжем ее изнаночной скрещенной. Далее будет 6 лицевых. 8 изнаночных. И 2 лицевых в конце ряда. Вот я надеюсь, вы поняли, как вязать петли в изнаночных рядах. Смотрите. Красиво, да? Вяжем 7 лицевой ряд. 1 изнаночная. 4 петли перекрещиваем в правую сторону. Вот я уже без дополнительной спицы, когда маленькое количество петель, без дополнительной спицы вяжу, но говорить буду как будто с дополнительной спицей. Одну петлю оставляем на дополнительной спице за работой, либо так вот меняем петли местами. Провязываем 3 лицевых и петлю с дополнительной спицы тоже провязываем лицевой. Далее будет 5 лицевых, 3 изнаночных, 1 лицевая. Обратите внимание, у нас изнаночная петля перед нами, провязываем ее лицевой. Далее будет 1 изнаночная и 4 петли перекрещиваем в левую сторону. Вот 3 петли оставляем на дополнительной спице перед работой, или вот так я меняю их местами. Провязываем изнаночную петлю и петли перед работой провязываем так: 1 изнаночная, 1 лицевая скрещенная, 1 изнаночная. Далее будет 5 лицевых и 4 изнаночных. Вот здесь уже мы закончили вязать вот лицевые скрещенные петли, мы провязываем эту петельку изнаночной петлей. Все, в 8 изнаночном ряду мы вяжем петли по рисунку, кроме вот этой вот петельки лицевая скрещенная, она у нас будет провязываться изнаночной скрещенной. Все, далее мы будем изнаночные ряды вязать самостоятельно. Вот смотрите, мы провязали 8 рядов. Вот как должно получиться на данный момент. 9 лицевой ряд. Сразу после кромочной мы перекрещиваем 4 петельки в правую сторону. Оставляем 1 петлю на дополнительной спице за работой. Провязываем 3 лицевых. И петлю, оставленную за работой, мы провязываем изнаночной. Дальше будет 6 лицевых. 2 изнаночных. И теперь 2 петли перекрещиваем в правую сторону. Одну оставляем на дополнительной спице за работой, либо меняем петельки местами. Провязываем лицевую петлю, и петлю, оставленную за работой, мы тоже вяжем лицевой. Дальше будет 2 изнаночных. И теперь возьму я здесь спицу, 5 петель мы перекрестим в левую сторону. 3 петли оставляем на дополнительной спице перед работой. Провязываем 2 изнаночных. И петли, оставленные перед работой, мы провязываем так: 1 изнаночная, 1 лицевая скрещенная и 1 изнаночная. Дальше будет 3 лицевых и 4 изнаночных до конца ряда. В 10 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку, и вот эта петелька у нас лицевая скрещенная, мы будем вязать ее изнаночной скрещенной. Все остальные петли по рисунку. Вяжем 11 лицевой ряд.
Сразу после кромочной 3 петли перекрещиваем в правую сторону. Одну оставляем на дополнительной спице за работой, провязываем 2 лицевые и петлю, оставленную за работой, провязываем изнаночной. Затем у нас будет изнаночная петля, 6 лицевых. Дальше будет изнаночная, 3 петли перекрещиваем, 3 петли перекрещиваем в правую сторону. Одну оставляем за работой, провязываем 2 лицевые и петлю, оставленную за работой, мы тоже вяжем лицевой. Затем 4 изнаночных и 5 петель перекрещиваем в левую сторону. 3 петельки оставляем на дополнительной спице перед работой, провязываем 3 лицевые и петли, оставленные перед работой, провязываем изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная. И до конца ряда у нас будет 4 изнаночных. В 12 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку, и вот лицевая скрещенная, мы вяжем ее изнаночной скрещенной. 13 лицевой ряд. Сразу после кромочной 2 петли перекрещиваем в правую сторону. Одну петлю оставляем за работой, провязываем лицевую петлю и петлю, оставленную за работой, провязываем изнаночной. Далее будет 2 изнаночных, 6 лицевых, дальше 4 петли перекрещиваем в правую сторону. Одну оставляем на дополнительной спице за работой, провязываем 3 лицевых и петлю с дополнительной спицы провязываем изнаночной. Затем у нас будет 4 изнаночных, 3 лицевых и снова перекрещиваем 5 петель влево, 3 на дополнительной спице перед работой, провязываем 2 лицевых, не туго вяжем, и петли с дополнительной спицы провязываем 1 изнаночная, 1 лицевая скрещенная и 1 изнаночная. И в конце ряда у нас будет 2 изнаночных. В 14 изнаночном ряду мы петли провязываем по рисунку, только там, где мы вязали лицевую скрещенную, мы вяжем ее изнаночной скрещенной. 15 лицевой ряд. 4 изнаночных, 5 лицевых, 4 петли перекрещиваем в правую сторону, одну оставляем на дополнительной спице за работой, провязываем 3 лицевых, петлю с дополнительной спицы провязываем изнаночной. Далее будет 2 изнаночных, лицевая скрещенная, вот изнаночная петелька, нам достаточно провязать ее за заднюю стенку. Лицевая скрещенная, 2 изнаночных, 5 лицевых, 5 и 4 петли перекрещиваем в левую сторону, 3 оставляем на дополнительной спице перед работой, провязываем лицевую петлю и петли, оставленные перед работой, провязываем изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная. И 1 изнаночная у нас будет в конце ряда. В 16 изнаночном ряду у нас появилась еще 1
Вот лицевая скрещенная мы провязывали. Еще одна лицевая скрещенная петелька. Мы будем провязывать ее тоже изнаночной скрещенной. Вот у нас две лицевые скрещенные, мы их будем провязывать изнаночными скрещенными. 17 лицевой ряд. 4 изнаночных, 3 лицевых. Здесь возьму спицу. 5 петель нужно перекрестить в правую сторону. Мы 2 петли оставляем на дополнительной спице за работой. Провязываем 3 лицевых, и петли с дополнительной спицы мы провязываем изнаночными. Дальше у нас будет 3 изнаночных, лицевая скрещенная, 2 изнаночных, 6 лицевых, и 4 петли перекрещиваем в левую сторону. 3 оставляем на дополнительной спице перед работой, провязываем изнаночную петлю, и петли с дополнительной спицы мы провязываем изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная. Все, это мы провязали 17 лицевой ряд, и в 18 изнаночном ряду мы вяжем петли по рисунку, только вот у нас 2 лицевые скрещенные петельки, мы будем вязать их изнаночными скрещенными. Я надеюсь, что вам это понятно. Так, вот здесь вот изнаночная скрещенная. И здесь вот изнаночная скрещенная. Все, далее петли по рисунку. Ну вот и все, любуемся. Согласитесь, что узор не такой уж сложный, как кажется на первый взгляд. Очень красивый узор украсит любое вязаное изделие. Давайте скажем спасибо Тане Юзевой за идею мастер-класса. И если вам понравился узор, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, приглашайте к нам своих друзей и знакомых. Присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Я желаю вам удачи, я желаю вам здоровья, терпения, добра и легких ровных петелек. Пока-пока.